Доброе утро всем. Сейчас я подготовила алтарь и буду проводить для своих друзей некий ритуал. Ритуал вуду. Но однако, так как духи вуду и другие духи чернокнижья или скандинавского колдовства, неважно, любой школы колдовства, они едины, просто с разными именами, то, естественно, ничего такого удивительного нет в том, что я собрала на своем алтаре и божество древнего времени Бафомета с гексаграммой, и Гекату, мать всех колдунов. В то же самое время здесь стоит ворон. Ворон как представитель, посредник между мирами. Ворон, как правило, передает наши желания потустороннему миру. Я вам скажу, что если вы хотите, чтобы ваше желание очень сильно хотите, чтобы сбылось, вы можете просто отнести и бросить ячмень воронам. И при этом, пока они будут клевать, попросить, что вы хотели, и оно сбудется. Но это ладно, это другое, другая тема. Здесь кристалл, и это кристалл, и там кристалл. То есть две стороны света, темная и светлая сторона света символизируется под ногами Гекаты. Это Марион. Марион очень опасный камень. И лучше, чтобы им пользовались только люди, которые владеют сверхъестественными силами, либо у которых очень сильная энергетика. Потому что если Марион вас полюбил, он вас обогатит. Если нет, то он может вас разорить. Следующий кристалл – это горный хрусталь. Вообще кристаллы – это окаменевший астральный свет. А в астрале, как мы знаем, обитают духи. Естественно, поэтому и считается, что кристаллы обладают некой силой, то есть у них запечатлена сила духов. Они несут эту силу духов, и поэтому усиливают ясновидение и вообще всякие магические способности. Я вообще считаю, что они изначально помогают просто тем людям, у которых эти способности уже есть, и это разрешение этой работы уже существует. Они просто усиливают, да, действительно усиливают, помогают, защищают, дают некую энергетику, силу, которая нам очень нужна для нашей работы, потому что мы очень часто устаем. Это маленький алтарный столик. Как правило, основные предметы поклонения ставятся отдельно, а внизу уже второстепенные предметы, например, свечи, благовония и так далее. Благовония, свечи, они необходимы, если вы поклоняетесь этим божествам, благодарите их, вы должны для них создавать определенную обстановку. Естественно, можно обойтись и без всего этого, понятное дело, что все опирается на нашу силу. Но когда есть вот эти предметы культа, да, они усиливают, они настраивают, и много энергетики не нужно потратить для того, чтобы добиться результата. Кроме того, не забывайте, что предметы культа, они ценятся этими божествами. Когда человек не жалеет средств, денег для того, чтобы иметь у себя вот их изображения, их печати из золота, из серебра и тому подобное, то эти сущности, эти силы, естественно, помогают этим людям достичь больших высот. Итак, вот это маленький алтарный столик, это мне подарили, у меня есть чуть побольше, черный, а это вот подарили буквально вчера мне для моей работы. У меня просто, видимо, я заслужила, чтобы на протяжении многих лет, помогая людям, реально помогая, делая очень сложные работы, мне зачастую просто дарят красивые вещи, либо вот именно такие культовые подарки, потому что часто спрашивают, что бы я хотела. Там тоже не всегда подбираю все, что угодно в одну кучу. Знаете, могут как бы удовлетворить мои вот эти потребности магии. Поэтому вот, собственно говоря, очень много среди этих предметов именно подарки мне. Ну, за что я им благодарна, ну и они мне тоже в том числе. Итак, далее пошли. Кукла Вуду. Эта кукла олицетворяет богатство, имущество. Она уже как бы заряжена
если уж сказать на современном языке, автоматизирована, на нее уже начитана. Это носитель духа денег, силы денег. Вот я уже объясняла, что в Вуду очень это колдовство построено на вере, на бесконечной вере. Если в других направлениях можно верить, можно нет, просто говорящее оно получается, здесь обязательно человек должен верить в то, что делает. Если у него будет капля сомнений, у него отберут обратно то, что дали. И дело не в куклах, не в каких-то предметах, а в том, что ты доверяешь этим духам, ты полностью под их властью, ты у них просишь, и они тебе дают. А если ты начинаешь сомневаться в их силе, то, естественно, они отбирают то, что дали. Сегодня я провожу моим 3 друзьям, Софье, Матвею и Антонине. Это ячмень. Ячмень либо пшеница, либо любая другая культура полевая, она олицетворяет вообще богатство, хлеб, щедрость природы, щедрость мира к нам. После того, как я это проведу, вот этот ячмень я выкину через окно, вот как бы это ни звучало. Это как жертвоприношение, выкидывать. Потом я отнесу и зарою по 3 медных монеты для каждого из них под деревом. Можно под одним деревом, можно под различными, это не принципиально. Но это есть жертвоприношение вот этим божествам Лоа. Вообще чаще всего просят Ошун. Лоа Ошун — это богиня Ошун, богиня красоты, природы, плодородия, денег. Но иногда просто обращаясь к духам Вуду, можно добиться очень больших результатов. После того, как я провела один раз вот этим моим хорошим ребятам, ну не один раз, несколько раз было разные как бы ритуалы, в принципе результат очень был быстрый. Я уже говорила и повторяю, что Вуду — это то колдовство, которое действует немедленно и быстро, но его нужно иногда подделывать, подпитывать этих духов, благодарить, чтобы продлевать эффект на долгие годы. Но это не касается всех ритуалов. Основное количество это касается любовных ритуалов и денежных, которых все время надо обновлять. То есть постоянно напоминать, обновлять и так далее, и так далее. Итак, прежде чем начинать любой ритуал Вуду, нужно вызывать хозяина перекрестка. Так как мы работаем с перекрестками, а богиня Геката есть тоже хозяйка перекрестков, то есть перекрестки — это места обетования бесов. Перекрестки — это дом черных сил. Как хотите называйте. Мы откупаемся на перекрестке, мы выкидываем туда свои трудности на перекрестке. Перекресток — это такое место, где лучше ничего не подбирать, как бы вам не хотелось пить той водки, которая там стоит. Но это мой вам добрый совет, а там как знаете. Итак, слова причудливые. Здесь несколько языков Вуду. Вуду вообще лучше читать так, как написано, где отамо, где атама и так далее. Не подделывать под себя, потому что слова не должны менять свои значения. Вуду есть на языке гаити, вуду есть африканских племен, есть вуду бушменов, других племен, там Масая и так далее, так далее. Поэтому их очень много. Культ Вуду один, но обращений к нему много. И латинские есть элементы. Я уже объясняла один раз, что для того, чтобы маскировать свои вот эти поклонения своим божествам, им приходилось, черной расе, приходилось подделываться под христианские, католические какие-то там заговоры, заклинания, для того, чтобы не вызвать подозрения, потому что сильно боялись. Вообще культ жертвоприношения Вуду — это жертвоприношение человека и так далее. Это все вымышленные вещи для того, чтобы удерживать белых от желания проникнуть вот в эту культуру Вуду. Со временем очень много белых людей начало интересоваться культом Вуду. Мария Лао, королева Вуду, в том числе вот эта чернокожая женщина, имела влияние на многих богатых людей. Ее боялись, уважали и очень часто обращались за помощью. Итак, открытие перекрестков. Мы вызываем хозяина перекрестков для этой работы, и после чего просим определенные задачи, даем
этому духу, что нам нужно. А после читаем заклинание на удачу. Ибараку конико омете ибараку малумба. Омете арон кларо аконке шукулона. Амолеко ибараку амелеко. Анонко акнонко лагуана эшу. Умалумба ибако маюба. Лароле элароле аконко лагуана. Арон лароко ако аше. Аше эшукулона. Омелеко ибараку амелеко. Ометеко малумба эмокулона эшукулона. Я прошу хозяина перекрестков явиться, встать передо мной, выслушать мою просьбу и исполнить. Я прошу удачи, фарта, много денег, много удачи, много нужной, хорошей работы и спокойной жизни для 3 моих друзей. Для Софии, Матвея и Антонины. Выслушай и исполни. Да будет так. Далее переходим к другим заклинаниям, которые произносятся после того, как мы вызвали хозяина перекрестка и поставили перед ним свою задачу. То есть нужно ставить задачу. Суккуб, Сиямукия, София, Матвей, Антонина, Айкида Вияму, Мило Лилос, Тупериам, Атуя Вилом Сикус, Сутума Анучо Майкида Маракуя, Тилос Масуя, Аррос Мия, Кустанами Пиро Сияму Мия, Атулум Ривос Виус Сукум Пириамо, Атило Марокуя, Факос Раби Такаса, Фами Атило Иаму Миро Сиколо Малос, Пароя Атия Луамо Сиямо Вавус, Лакоя Миро Маро Мачо, Атуя Анучо Амия Сироe Пирамо, Кия, София, Антонина, Матвей, Айвуда, Вуда, Атило Майя, Атуро Майя, Мирус Майя. Это я сейчас, в данный момент, прочитала защиту от смерти для этих 3 людей. Объясню почему. Потому что перед тем, как прочитать очень сильное заклинание для денег и фарта, нужно на всякий случай человека заговорить от, какой-то, скажем так, от риска смерти. Такое, которое я сейчас провожу, я еще не проводила. И я не знаю, какие духи могут прийти. Мы можем предположить, но мы точно не можем сказать, что именно там будет. Для того, чтобы те духи, которые могут явиться, не очень желая им помочь, не могли им навредить абсолютно, а дали им фарт и удачу. Мы их как бы изначально связываем, не даем им над ними что-то там экспериментировать, сделать то, что они хотели бы. То есть выпить их энергетику. Буквально смерти никогда не бывает в принципе, но чтобы они не выпили энергетику этих людей, чтобы они не взяли слишком большую плату за свою работу и помощь, мы изначально на всякий случай начитываем то, что может уберечь их от всякой напасти тех духов, которые не особо знакомы. Читаем далее. Значит, это на богатых заказчиков, богатых клиентов, потому что эти люди занимаются, каждый из них творчеством своим, именно своей работой. Матвей, например, он играет на сцене, точно так же Антонина. София у нас тоже занимается домашним хозяйством, там свое хозяйство имеет, она занимается колдовством. И всем им нужно именно нацелено, чтобы были те люди, которые оценят их работу. Ничего стыдного, постыдного здесь нет. Каждая работа должна быть оплачиваема. И когда к тебе идут целые рыдающие, плачущие толпы, ты просто от них устаешь, и у тебя нету стимула встать и делать для них что-либо, потому что тебе от этого ничего нету. Итак, первое, что мы читаем, на богатых клиентов или прихожан, по-другому называется. Кия, Инга, Амиро Тусом Силой Акида, Тутоя Мира Мачо Сулу, Тиквин, Амия Пирам Сиямо, Атуртивон Висума Пило, Лиу Сириамо Вилус, Вилиамо Киямо, София Матвей, Антонина, Виру Айволаам,
Атуро, Анучо, Айкидо, Вивос, Сикуя, Ликос, Майя, Факия, Раби, Вару, Татам, Раис, Кастафами, Раби, Абракам, Исулиму, Атуя, Фидифами, Рио, Сияму, Майо, Куйо, Атурио, Атимо, Тирус, Абакам, Бария, Абракалам, Мия, Масо, Сириус, Варус, Айтиквам, Айвуда, Ашот, Аштарот, Сикуя, Тилос, Пирус, Айвуда, Вуда. Язык очень причудливый, но я за многие годы уже к нему привыкла и спокойно читаю, честно говоря. Оно меня не напрягает. И последнее, что я хотела бы сделать для них, это призыв великих духов, который отвечает за великий успех. Вот после этого заговора, ребята, то, что у вас было до того, то есть то, что я вам раньше проводила, это вам покажется детским садом по сравнению с тем, что сейчас вам дадут. Почему я это не проводила раньше? Потому что всему свое время. Нельзя сразу экспериментировать, нельзя сразу проводить все в одну кучу, все в одно мгновение, все подряд нельзя. Нужно постепенно подходить, особенно в Вуду, надо быть очень осторожными, чтобы не навредить. Итак, призываю духов, демонов великих на успех для Софии, Матвея и Антонины. Как я скажу, так вы и сделаете. Да будет так. Ям, Латхам, Иушес, Гаили, Мухман, Ваасес, Тутам. Рабе, Кула, Абакам, Абракалом. Прошу покровительства вашего для 3 людей, для Софии, Матвея и Антонины. Как сказано, так и будет. Истинно заклято. Знаете, всегда вызывая этих великих духов, а я стараюсь вызвать их очень редко, всегда случаются какие-то аномальные явления. Вот сейчас, например, из моих рук просто вылетела тетрадь. Не знаю, как это объяснить, но вот такое случается. Итак, в заключение. Благодарствую, великие духи, демоны, Лоа, Эшу, все приходящие, все мимоходящие, все, кто услышал, кто прислушался, кто сделает, кто хочет сделать, кто уже сделал. Благодарствую, жду помощи и откупаюсь. Заклято. Вот теперь о следующем результате мы тоже скоро узнаем. Всем удачи и всех благ.